выглядеть как положено. Выглядеть как положено. Трансляция из леса. У нас тут самолеты летают. Сейчас покажу вам. Не знаю, если вы увидите. Один, следом второй. Да, друзья, надо осваивать это ремесло. Даже 3 самолета пролетело. Надо осваивать это ремесло, проводить прямые эфиры не только из студии, из компьютера, но еще и с мобильного устройства. Наталья, вижу вашу обратную связь. Спасибо за то, что вы присоединились. Это тестовая трансляция. Я решил с вами поделиться пением птичек и поделиться своим настроением. Иногда мне удается выехать в лес от всех и побыть какое-то время наедине с самим собой. Но я же не могу с вами не делиться этой красотой. Я извиняюсь за шум. А слышно вам, как самолеты летают? Просто неподалеку есть аэродром. Ну, тут летчики учатся, парашютисты прыгают. Поэтому сори, но я думаю, что слышно меня хорошо. Окей. Раз вы присутствуете, я вижу уже, и лайки пошли. Супер, друзья. И лайки пошли, и люди есть. Это очень радует. Кстати, друзья, делитесь этими трансляциями со своими друзьями. Нам очень важно, критически важно набрать 1000 подписчиков на YouTube, на этом втором канале. Для чего это? Для того, чтобы был полный функционал. Потому что, да, самолеты слышно и птичек тоже. Ну, надеюсь, что... Приветствую. Надеюсь, что самолеты вам не сильно мешают. А я готов поотвечать на ваши вопросы, если таковые имеются. Напишите, из каких вы городов пишете. Напишите, как часто, добрый день, как у вас душевно, люблю лес. Я вот тоже люблю лес и хочу, знаете, что сделать? Сейчас, так как будет лето и будет много хорошей погоды. Друзья, извиняюсь, я взял с собой такой раздолбанный штатив, который может в любой момент рухнуть. Но суть не в этом. Красноярский край, очень здорово. Что я хочу сделать? Я хочу, так как будет лето, сделать такую рубрику типа посиделки у костра. Посиделки у костра, где буду с вами общаться, в такой неформальной обстановке, буду отвечать на ваши вопросы, будем разговаривать о высоком, а может быть и о низком. В общем, идея есть. Еще не нашел для себя хорошее место, чтобы не было этих самолетов, но чтобы были птички, и чтобы можно было разложить костер и под треск поленьев с вами пообщаться. А качество картинки хорошее? Дайте обратную связь, пожалуйста, мои дорогие. Очень хочется это понимать. Ну вот, разлетались. Вместе с птичками еще и самолетики стали летать. Хорошо, мои хорошие. Слышимость, видимость отличная. Ура, ура. Значит, мы нашей цели добились. Просто не хочется отъезжать, на самом деле, далеко от города. Разлетались, блин. Не хочется отъезжать далеко от города, чтобы и связь была хорошая, чтобы я мог быть в прямом эфире в хорошем качестве. В общем, я работаю над этим. Так, что я вам могу сказать? Хорошая картинка, только звук. Ага, звук тихий. Классно было бы. И время, если можно, примерно такое. А то разница во времени большая. Да, Наталья, я помню, что у вас большая разница во времени. Слышно тихо. Сейчас мы вам добавим звука. Вот сейчас будет слышно меня лучше, но и, скорее всего, сильнее будет слышен фоновый шум, типа звуков самолетов, типа шелеста моих кроссовок.
но звук должен стать лучше. Дайте еще раз обратную связь. Спасибо вам на самом деле большое за то, что вы помогаете мне в этой настройке. Без вас мне бы это было сделать крайне нелегко. Время такое, 16 часов. Ну, посмотрим. Отличный звук теперь, отлично. 16 часов, возможно, по выходным. Возможно, по выходным мы сможем что-то такое организовать, чтобы я имел возможность куда-то... Так, звук хороший. Спасибо, спасибо, Наталья. Чтобы я мог действительно сделать это систематически. Не то, что там от раза к разу, а действительно, чтобы мог сделать так, чтобы это было регулярно. Например, по субботам или по воскресеньям. Будем стараться, будем над этим работать. Хорошо, друзья. Ага. Раз мы здесь собрались, и вы со мной на связи, и вы пишете комментарии, тогда, пожалуйста, дайте мне вот какую обратную связь. У нас завтра запланирован прямой эфир. И какую тему вы бы хотели, чтобы я раскрыл на этом прямом эфире, который будет у нас запланированный завтра в 20:30. Прошу вашей помощи, ведь это на самом деле важно. Я именно для этого сделал этот живой канал. Так, что я вам могу сказать, друзья? Что нужно делать, чтобы в жизни все было хорошо и прекрасно? Чтобы в жизни было все хорошо и прекрасно, нужно продолжать действовать. Сейчас самолет вам покажу. Ну, надеюсь, увидели. Что нужно делать в жизни, чтобы все получалось? Чтобы все получалось, нужно просто повторять попытки. Что это значит? Что это значит? Давайте на простом примере об осознанности, контроле эмоций в моменте. Вот хорошо, Анна написала. Так, ребят, я тут нашел себе место. Ох, еще раз самолет прямо надо мной летит. Вот он, самолетик. Кстати, прикольно. Прикольно. Ходишь по лесу, показываешь самолетики, ведешь трансляцию. Вот сейчас мы поговорим немного об осознанности, потому что вот я нашел себе место, опаньки, и штатив под меня подстроился. Так вот, продолжу про осознанность. Вот вы пишете, хотелось бы эфир про осознанность. А давайте разберем, а что такое вообще осознанность? О профориентации. Виктория, напишите, сколько вам лет. Это интересно. Так вот, напишите, что для вас значит осознанность, потому что мы под осознанностью понимаем абсолютно разные вещи. Как задушить внутреннего злого критика, мы вчера с вами об этом говорили. Вот смотрите, Наталья, Виктория, 21. Ну да, тогда есть смысл проводить прямой эфир. Сейчас отвечу про задушить внутреннего критика. Задушить внутреннего критика, смотрите, сама по себе установка крайне какая-то агрессивная. Что я имею в виду? Я имею в виду, что вы бы хотели, чтобы вас кто-нибудь задушил? Вот ответьте, Наталья, вы бы хотели, чтобы вас кто-нибудь задушил? Наверняка нет. А если вы попробуете хотя бы изменить изначальный посыл, вот давайте я к вам буду обращаться. Наталья, вы хотите, чтобы вас кто-то задушил? Опять же, скорее всего, вы ответите нет. А вы хотите, чтобы с вами договаривались? А вы бы хотели, чтобы с вами устанавливали доверительное общение? Скорее всего, да. Да, потому что вот между двумя этими словосочетаниями задушил или договорился две большие разницы. Да?
Договориться — это значит найти способы для коммуникации. А задушить, ну, это что-то прям агрессивное такое. Так вот, работать с внутренним нужно начинать с того, чтобы постараться с ним установить контакт. Для чего это нужно? Это нужно прежде всего для того, чтобы был рапорт, чтобы было доверие между вами и этой частью личности. Чтобы было доверие между вами и этой частью личности. Потому что внутренний критик — это кто такой? Это что такое? Это какая-то часть личности, которая в вас присутствует. И критик внутренний, так, солнце мне светит, и критик внутренний, он, ну, хотите вы или не хотите, он является частью вас. Вот это нужно осознать. И так как он является частью вас, вам нужно научиться с ним взаимодействовать. Не душить, не убивать, а взаимодействовать. Почему это важно? Я вам сейчас приведу простую метафору, и вы все поймете. Вот мы рассматриваем в НЛП человека и личность как некую целостную систему. И внутренний критик является вашей частью личности. Давайте представим вот человека, вот целого человека. У него есть 2 руки, 2 ноги, туловище там и все остальное, все, что в нем есть, да? И рука не слушается. Вот рука не слушается, она непослушная. Мы начинаем ей что-то делать, а она начинает брыкаться. И то, что вы предлагаете, задушить внутреннего критика. Представьте, как если бы вы взяли и решили непослушную руку отрезать. Ну, наверное, после этого вы не будете считаться целостным человеком. То же самое происходит с вашим внутренним критиком. Когда мы подходим к работе с частью личности через такой подход, как убрать, задушить, уничтожить, то мы, соответственно, пытаемся свою личность сделать нецелостной. И чтобы нам этого избежать. Потому что когда, ну, представьте, у человека там отрезать ногу, отрезать руку, отрезать ухо, он будет нецелостный. То же самое, если вы своего внутреннего критика уничтожите в себе, то вы... Где-то за спиной там за моей самолетик полетел. То вы будете как личность неполноценны. Вы без этого критика будете иметь какие-то негативные эффекты. Поэтому то, с чего я вам рекомендую начать эту работу, это пытаться установить контакт со своим внутренним критиком. Напишите, если я понятно объясняю. Это прям очень важно, потому что когда мы начинаем работать с частями личности, мы тогда первым делом должны установить доверительное общение. Как это делать? Это нужно с собой разговаривать. Вот смотрите, когда вы говорите про внутреннего критика, наверняка у вас есть какое-то о нем, об этой части личности, об этой части вашей личности какое-то представление. И вы даже знаете, когда он активно себя проявляет, когда он активно работает. То есть, скорее всего, есть какой-то внутренний диалог у вас в голове. Скорее всего, у вас есть какая-то внутренняя обратная связь, не знаю, это внутренний голос, может быть, это какие-то ощущения, а может быть, это все вместе. Так вот, когда вы начинаете испытывать, что над вами власть берет ваш внутренний критик, вам нужно пытаться прояснить его позитивное намерение. Задавайте вопрос. В те моменты, когда вы чувствуете, что вы в его власти. А что хорошего ты хочешь? И там, как правило, встречаются простые вещи, очень простые позитивные намерения. Он хочет вас защитить, уберечь, ну и так далее и тому подобное. Не буду вам подсказывать, потому что, чтобы вы тут не взяли мое что-то в качестве примера. Когда вы проясняете вот это позитивное намерение путем диалога, не так, как вы заходите: так, я тебя сейчас уничтожу, так, заткнись, мой внутренний критик. Так не пойдет. А вы пытаетесь внутри с самой собой и с внутренним критиком
начать выстраивать вот эти вот взаимоотношения путем диалога. И тогда вы сможете с ним договориться и сделать его активность не такой обширной, что он вам мешает, допустим. Ну вот какая-то такая приблизительная механика. Возьмите технику шестишаговый рефрейминг. У нас, кстати, даже на этом канале есть, как работать с внутренним критиком через шестишаговый рефрейминг. Вот в 2 словах я постарался вам объяснить. В 2 словах я постарался вам объяснить. Сейчас я поотвечаю на остальные вопросы. Так, Зина пишет, что очень сложно некоторые эмоции контролировать. Смотрите, эмоции контролировать очень сложно, и их контролировать практически невозможно, да, потому что наши эмоция вообще живет очень короткий промежуток времени, там от 0 до 12 секунд. Где-то я читал, есть исследования, что человек испытывает эмоцию горе, самое страшное, когда там кто-то близкий умирает или что-то в этом роде, когда он увидел что-то страшное, в течение всего 12 секунд. Представьте, эмоция горя, она длится максимальное количество времени 12 секунд. Это установленный факт. Также и с любой другой эмоцией. То есть эмоции – это импульсы, которые мы, по большому счету, контролировать не можем. Эмоции – это те импульсы, которые нам подает наш организм, наша лимбическая система, да, наш лимбический мозг, который отвечает, собственно говоря, за эмоции. И они живут очень коротко, но это сигналы. А вы, скорее всего, говорите про чувство. Что такое чувство? Эмоция живет от 0 до 12 секунд, а чувство – это эмоция, растянутая во времени. То есть вот не путайте чувство и эмоции. Еще раз. Чувство – это эмоция, которая длится от 0 до 12 секунд, растянутая во времени. А что же ее позволяет растянуть? А как раз-таки позволяет ее растянуть наша реакция и наша, по большому счету, картина мира. Почему люди, которые изучают нейролингвистическое программирование, в конечном итоге начинают хорошо управлять своими эмоциями? Потому что, во-первых, они изучают свою карту реальности, то есть они понимают. Наша карта реальности состоит из наших внутренних представлений о мире, и в том числе из системы наших убеждений и ценностей. И одновременно, когда люди изучают нейролингвистическое программирование, они, соответственно, свою карту реальности расширяют. Да? Этому способствуют и техники 3 позиции восприятия, да? Уметь смотреть на мир с точки зрения разных позиций. Я сам, я другой и я наблюдатель. Также есть еще 4-я позиция «я система», ну и так далее. И много других техник. Там, когда мы начинаем работать с субмодальностями, когда мы начинаем разбираться со своими внутренними представлениями, все это влияет. Я сейчас продолжу отвечать на ваш вопрос по поводу эмоций. Так вот, сложно контролировать. Опять же, ответил уже, контролировать вы их не можете. Вот эмоции сложно контролировать практически невозможно. Ну, возможно, но это нужно сознательно над собой много работать. А вы, скорее всего, говорите про чувство. Чувство – это эмоция, растянутая во времени. И, соответственно, из чего складывается чувство? Чувство – это эмоция плюс то, что я об этом думаю. Вот запомните, чувство – это эмоция, это тот импульс, который подает наш организм, наше тело, и плюс все то, что я об этом думаю. Ну, допустим, случается какая-то ситуация. Иду я по лесу, делаю для вас самый лучший прямой эфир. И у меня случается так, что у меня картинка перевернута. Да? Вот пример, который буквально был недавно. Что по этому поводу я могу испытывать? Я по этому поводу могу испытывать разочарование, да? Я могу испытывать неудовлетворение, неудовольствие. И это эмоция. В тот момент, когда вы мне начали писать, что Юрий, картинка перевернута, я испытал какую-то эмоцию неприятную, мне было неприятно, я вот не отрицаю. Мое тело подало мне сигнал о том, что происходит то, чего я не хотел. Да? Я испытываю неприятную эмоцию. А что делать дальше? Вот если бы я поддался и начал эту эмоцию
растягивать во времени. То есть, если бы я шел дальше по лесу, вы мне написали о том, что картинка перевернута, и я испытал вот этот неприятный импульс, но он длится очень коротко. Но после того, как я испытал этот неприятный импульс, я начал бы думать, да, такая судьба, самолеты летают, все пошло не так, ах, не надо было этот прямой эфир вообще начинать, ай, что ты позоришься перед людьми там, и все такое, и так далее, и так далее, и так далее. Поверьте мне, мы бы сейчас уже в этом втором пробном стриме уже с вами бы не встретились, потому что я бы растянул вот эту эмоцию, вот этот неприятный сигнал, который мне подал мое тело в связи с той ситуацией, которая произошла, я бы мог растянуть у себя внутри, в своих внутренних представлениях до невероятного количества времени. Мог бы до самого вечера ехать и переживать о том, что вот зачем это надо ехать срочно домой, залазить в компьютер, удалять эту трансляцию, чтобы ее никто не видел, какое позорище, и все такое, да, то есть я мог это все делать. Но что сделал я? Я, когда вот это неприятное ощущение, я сразу задал себе вопрос. Так, случилось то, что случилось. Вот то, что случилось, я уже на это повлиять никак не могу. И та эмоция, которая уже со мной произошла, неприятная, ну, это было, вот вы сейчас видели это в прямом эфире, я на нее уже тоже не могу повлиять, потому что она уже была в прошлом. И в этот момент я нахожусь в точке выбора, что мне дальше делать. Я либо продолжаю усиливать и растягивать это ощущение во времени, либо что я делаю? Какие мысли у меня пролетели в голове? Еще до того, как я вам сказал, давайте попробуем перезайти. У меня мысль вот какая прошла. Одна из пресуппозиций НЛП. Нет побед и поражений, есть просто обратная связь. Вот то, что я себе в голове прокрутил. Что для меня это значило? Я сейчас пытаюсь рассказать свою сейчас стратегию, а вы можете ей пользоваться. Я подумал, ага, если я запустил кривой прямой эфир с перевернутой трансляцией, и вы мне об этом написали. О, это круто, это не хорошо и не плохо, мне было неприятно, да, окей, но оно осталось где-то в прошлом. Но что я могу делать? Я делаю в этот данный момент времени выбор, что мне делать дальше. И в этот момент времени, когда я понял, что это обратная связь, вы мне дали обратную связь сейчас, и вообще вся эта ситуация дала мне обратную связь, что прямой эфир нужно настраивать правильно, нужно настраивать там. Если собрался делать прямой эфир горизонтально, то нужно и настраивать трансляцию в горизонтальном положении. Ну, то есть это то, что у меня пролетело в голове. И тут же я сразу вам сказал, ребят, а давайте попробуем еще раз. Давайте попробуем еще раз. И я уже переключил себя с той эмоции неприятной, ну, назову эту эмоцию неудовольствия. В тот момент, когда вы мне начали писать о том, что стрим идет вертикально, я испытал неудовольствие. Потом у меня был небольшой промежуток времени на осмысление, потому что мы имеем вот такой небольшой временной лаг, ну, то есть наша система немного запаздывает. И я вместо того, чтобы продолжать растягивать эту эмоцию неудовольствия, у себя в голове очень быстро прокрутил всю ситуацию и сменил эмоцию неудовольствия на эмоцию интерес. То есть я попросил вас, пожалуйста, зайдите заново на другой стрим, который я запущу на этом канале. Я же не знаю, зайдете вы или не зайдете. И вообще, тем более, я не знал, получится у меня впредь. А вдруг у меня впредь бы получилось. Но я себе стал говорить, а давай попробуем, а что если получится? Погода классная. Ну, начал всяческим образом себя поддерживать. Вот когда у меня всегда в тот момент была возможность уйти либо в негатив и продолжать испытывать неудовольствие и усиливать его. И это все происходит в голове, и это в момент времени. Но когда вы начинаете работать над своими эмоциями, сейчас, если бы я вам не начал этого всего рассказывать, скорее всего, вы бы и не поняли. Вы бы подумали, ой, Юрий такой спокойный, там, туда-сюда и все такое. Нет, Юрий не спокойный, Юрий вообще нервный, очень нервный. Просто дело в том, что Юрий очень много лет уже работает над своим состоянием и в том числе над управлением своими и чувствами. И Юрий в этот момент времени вот проделал какую у себя в голове работу. Я вам сейчас рассказал этот алгоритм. Что можете делать и вы? То же самое. Вы в любой момент времени, когда получили какой-то импульс, ваша задача... Дело в том, что, друзья, напишите, понятно ли то, о чем я рассказываю. Дело в том, что у нас есть уже привычные сложившиеся паттерны, как мы реагируем на наши эмоции, как мы реагируем на реакции нашего организма. И
когда вы будете практиковать вот смену эмоций, смену ощущения, смену чувства, вы можете столкнуться вот с какой историей. Вы можете столкнуться с такой историей, что у вас не будет это получаться вот так вот сразу. И у меня это тоже не сразу получалось. То есть там 10 лет назад я из-за такой ситуации мог уйти в депрессию. Я не шучу. Ну, может быть, не в депрессию, но, не знаю, очень сильно бы расстроился и переживал. Но сейчас, так как я это тренирую уже много-много лет, там, это условно говоря, лет 10 назад, пока я не занимался, условно говоря, психологией, не занимался собой, в первую очередь собой, не психологией, там, не лечением других, а лечением себя, да, и вам нужно это замечать. Вот когда вы... Вот я преподаю НЛП именно таким образом, чтобы люди изучали себя, потому что когда вы хорошо изучите себя, вам будет уже намного легче и проще общаться с другими людьми. И вам уже не нужно будет пытаться изучить темы манипуляции другими людьми, потому что вам будет пофигу, вам будет ровно от того, потому что вы чувствуете себя хорошо в любой момент времени, и вы будете выбирать, на что мне тратить свой ресурс, на какой-то позитив, либо на что-то не самое позитивное. Поэтому, надеюсь, мой ответ был полезен. Так, Зина ответила: спасибо, буду учиться. Да, Зина, вот вы правильно написали. Это... Вообще стоит в жизни принять одну грустную вещь. Эта грустная вещь заключается в том, что волшебных таблеток не бывает. Любые хорошие результаты достигаются с помощью целеполагания и упорного труда. Упорный труд я называю не хард, не тяжелый труд, а просто постоянно предпринимать какие-то действия в направлении своей цели. Чем больше вы действий будете предпринимать, тем больше у вас будет открываться возможностей. Но очень важно еще иметь такой навык, как давать самому себе обратную связь. Вот то, что я вам хотел сказать. И вот, Зинаида, вы правильно написали комментарий. Я буду учиться. Да, нужно учиться. Так, равносильно. Так, как понять, чем я хочу заниматься в жизни? Много техник пробовала, не помогает. Шатает с одной деятельности к другой. Смотрите, Виктория, я сейчас постараюсь ответить. То, что вас шатает, это окей. Вот сразу договоритесь с самой собой, что то, что вас шатает, это окей. Прям напишите сейчас в комментариях. То, что меня шатает, это окей. Нас всех шатает. Понимаете? Сейчас постараюсь объяснить. Скорее всего, на вас, дорогая наша уважаемая Виктория, мне так кажется, я предполагаю, что на вас кто-то наседает со стороны. Может быть, не прям сильно очевидно, ну, например, это могут быть родители, либо кто-то из окружения. А это все... Виктория написала: то, что меня шатает, это ок. Отлично. Первый шаг сделан. То, что вас шатает, это... Продолжаю свою мысль. Моя мысль заключается в том, что у вас почему-то есть стереотип. У вас есть стереотип, что вас не должно шатать. Что человек должен заниматься какой-то одной определенной деятельностью много-много раз. Например, если у вас там, не знаю, ваш молодой человек в 18 лет начал заниматься программированием и занимается им уже 3 года, там, или сколько лет, и он считает, что он такой вот весь устаканившийся, то скажите ему, что ему охрененно просто повезло, что он с первого раза попал, да, с первого раза попал, как говорится. Но мы живем в очень быстро изменяющемся мире, вот прям колоссально изменяющемся мире. И если раньше некоторым людям, я говорю сейчас, ну давайте промежуток, начало прошлого века, вот начало 20 века, не 21-го, а там 1905 год. Смотрите, какими темпами двигалась жизнь тогда. Тогда человек мог за всю свою жизнь даже не освоить одной профессии. Представляете? Он мог даже... Почему? Не было информации, не была развита культура обучения, не было образования и так далее, и так далее, и так далее. Давайте посмотрим там начало 21 века, там 2005 год. То
если сравнить два этих промежутка времени, это очень сильное изменение в плане вообще доступности информации и в плане динамичности мира, как мир меняется очень быстро. А сейчас мы живем уже, ну смотрите, у нас уже 2022 год, у нас уже пятая часть века прошла, и мы сейчас находимся в такой точке, где все очень быстро меняется, в том числе, мои дорогие, благодаря интернету. Интернет дал человечеству очень много возможностей. Я сейчас нахожусь в Беларуси, а вы находитесь по всему миру сейчас и можете со мной общаться и слушать меня, и я могу с вами общаться. Не это ли достижение? Я не такой уж динозавр, мне всего 36 лет, но я помню, что когда мне было 12-13 лет, мобильных телефонов еще не было, и я не мог представить. Вот я сейчас нахожусь в том лесу, в котором я гулял, будучи таким даже не подростком, а еще до подростком, когда мне было 12-13 лет, когда я учился там в 6-м, в 7 классе. Вот я сейчас нахожусь в том лесу. И не было ни телефонов, ничего. И я сейчас понимаю, вот если мне немножко вернуться в свое детство, то я же в свои 13 лет и представить себе не мог, что через там 20 с небольшим лет я буду стоять и общаться с людьми со всего мира. Это вообще было крайне что-то нереальное. Первые мобильные телефоны стали появляться, когда мне было... Ну, в смысле, мобильные телефоны не в кино, где новые русские, а прям, ну, на руках. Когда мне было лет 15-16. И я помню, вот мы в предвкушении, когда мы смотрели в кино по телевизору, что есть такая штука, как мобильные телефоны, мы еще представляли: о, прикинь, как круто, ты сидишь в этом лесу, я сижу дома, и мы с тобой можем поговорить по телефону. И вот этот век информации, мы сейчас живем в веке информации, он дает колоссальные возможности одновременно, но и одновременно он несет с собой не то чтобы угрозы, а он ну, чем характеризуются быстрые изменения окружающей среды? Тем, что вы можете за этой средой не поспевать или не успевать. Да? То есть какие-то профессии перестают быть актуальными. Я обычно привожу такой пример, ну, допустим, если мы жили бы где-то в 50-х годах прошлого века, то, наверное, вы были очень крутым и востребованным человеком, я не знаю даже, как эта профессия называется, который записывает пластинки, такие старые виниловые пластинки. Это же была целая отрасль, это же была целая индустрия. Там люди прям готовились, да, для того, чтобы у вас в доме с патефона играла какая-то мелодия, нужно было быть очень крутым экспертом, который умел наносить вот эти вот полосочки на пластинку. А потом пришли там магнитные ленты, вот эти кассеты, а потом пришли цифровые носители, там флешки и так далее. Вообще уже флешками не пользуемся, мы сейчас уже все храним в облако, где-то в интернете. Это я к чему? Это я к тому, что та профессия вот изготовителя пластиковых пластинок для передачи музыки, она уже, ну, вообще не актуальна. Да? Может быть, кто-то есть, там 10 человек на весь земной шар, кто это делает в виде хобби и получает за это неплохие деньги, потому что, ну, таких людей мало, и это как, знаете, из разряда коллекционеров. Вот такая вот история. И такое происходит с огромным количеством профессий и специальностей. Так вот, Виктория, то, что вас качает, это очень окей. Это прям очень окей. Потому что вы находитесь в поиске. Вот то, что я вас попросил написать, то, что меня качает, это окей. Это ваш первый шаг к тому, чтобы начать, точнее, продолжить свой путь. А представьте себе другую ситуацию. Я сейчас вас немножко в негатив. А представьте, что если бы вы ни хрена не искали, я извиняюсь, что я так говорю, представьте, что вы не знаете, чем вы занимаетесь, чем вам заниматься, и вы вообще сидите на месте. Вот та ситуация, в которой вы находитесь в поиске, вы пробуете, бросаете, пробуете, бросаете, пробуете, бросаете. Это в миллионы раз круче, чем если бы вы вообще ничего не искали. И это в миллионы раз круче, чем если бы вы взяли что-то первое попавшееся и начали себя уговаривать и заставлять себя этим заниматься, и начали себе делать какие-то самовнушения о том, что
как будто бы мне это может понравиться, да, то есть начали бы себя уговаривать, но это же было бы все равно не про вас. Поэтому первый шаг, то, что меня шатает, это окей. Дальше, какие могут быть способы? Во-первых, вы можете, в принципе, выписать списком, заведите 2 списка. Первый список, чем бы я вообще могла заниматься. Первый список это чем бы я вообще могла заниматься. Вот любые профессии, специальности, деятельности. И второй список, то, чем я точно не буду заниматься. На основе чего слагаются эти списки, это только ваше внутреннее. То есть вы можете то, чем бы вы могли заниматься тоже из своих представлений, из того, что вы пробовали, из того, что вы еще хотите попробовать, записать. И второй список, то, чем вы точно не будете заниматься, то же самое из своего опыта. То, чем вы пробовали заниматься и чем вы точно не будете пробовать заниматься. Когда у вас будет 2 списка, вам будет уже легче идти. Почему? Потому что вы уже будете идти по своему плану. Вы уже не будете бросаться из стороны в сторону, а вы уже будете идти по плану. То есть вот если у вас есть список, то, чем я хочу заниматься, когда вы его составили, сначала составляйте его хаотично. Просто накидывайте варианты. А потом я рекомендую этот списочек либо разрезать на такие полосочки, либо просто на отдельные листочки выписать. Когда у вас будет выписано на отдельных листочках, попробуйте выставить иерархию. Что я хочу попробовать первым, что попробовать вторым, третьим, пятым, десятым. И у вас получится такая лестница. И уже вам никто, и в том числе вы сами, не сможете предъявить себе, что вас болтает из стороны в сторону. Нет, вас не болтает из стороны в сторону. Вы сейчас на пути, и вы ищете себя. Вы уже себе сможете говорить: я сейчас не болтаюсь из стороны в сторону, я ищу себя. И я ищу себя вот по своему плану. Сначала я попробую себя там, не знаю, в блогерстве, потом я себя попробую в плавании, потом я себя попробую, не знаю, в вышивании, ну, в чем угодно. И это будет ваш... И вам так будет спокойней, вас не будет уже... Но этому плану нужно будет следовать. И потом, если вас будет куда-то бросать еще по сторонам, то вы просто в этот свой план добавляйте какие-то вещи. И таким образом вы найдете, понимаете, когда мы находим какое-то действие, которое, как сказать, наше, да, то, которое нас будет вдохновлять, то действие, то дело, которым мы будем заниматься. Мы этим не можем не заниматься. Вот. Но чтобы нам найти это действие, нам нужно попробовать чем можно больше разных действий. Потому что если мы не будем пробовать, то мы так и не найдем. Вот знаете, как я стал вообще бизнес-тренером? Я могу рассказать. Я однажды в 2014, по-моему, году провел свой первый семинар. Я тогда не умел проводить семинаров, у меня не было опыта в публичных выступлениях, у меня ничего не было. Единственное мое самое грандиозное публичное выступление до того было выступление на защите диплома. Но что я понял? Я сделал вообще все против правил вообще всех публичных выступлений. Я общался вот так, задом стоял к аудитории, я волновался, у меня голос дрожал. То есть я все сделал так, как не нужно было делать. Но что я понял после этого публичного? Это длилось 1,5 часа. Первые 10 минут меня вообще там колбасило. Вот самое интересное, что я начал делать это публичное выступление, я не знал, что там будет столько много разных эмоций. Я даже не подразумевал, что выступать перед людьми так страшно. Так вот, после того, как это публичное выступление мое первое закончилось, причем это был семинар на тему, в которой я, скажем так, не очень разбирался. Я ее только изучал. Но это была авантюра. И после того, как я это сделал, я почти 2 суток не мог спать. И меня вот тогда торкнуло очень сильно. И тогда я решил, что моя жизнь будет связана по-любому, так или иначе, с публичными выступлениями. Я еще тогда не думал, что я буду там именно преподавать НЛП. Я еще не думал, что я буду вот прям заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. Но тогда я уже точно понял, что это будет что-то, что связано с выступлениями перед публикой, перед людьми. Неважно, это будет онлайн-формат, вот как мы сейчас с вами общаемся, либо это будет офлайн, но это я
понял для себя точно. И потом я уже начал выстраивать. Вот это, что называется, торкнуло. Вот когда торкнуло, нужно обратить это внимание. То есть вот я помню, я тогда лежал, и я думал, это что-то нереальное. Я думал, ну это круче, наверное, ну не круче, ну очень круто. Ощущение в сравнении, как можно сравнить, как будто первый секс. Ну, если он у вас был удачный, конечно. Вот. Вот это было такое ощущение. И тогда я строил то же самое, что касается вас. Что касается вас, Виктория, вам нужно найти вот это вот. Вам нужно найти вот это вот. И вот эта вещь, которую вы найдете, которую вы нащупаете, ее вам никто не подскажет, кроме вас самой. Вот кто мне мог подсказать, что я буду выступать публично, и у меня будет это хорошо получаться, и мне это будет нравиться? Никто. Вот вообще никто. Никто не мог догадаться даже об этом. Ни психологи, ни близкие, никто. А когда я это попробовал, я это понял, и все, и пошло. Поэтому, Виктория, продолжайте в том же духе, только следите за собой, наблюдайте за собой. От чего торкает, от чего не торкает. От чего торкает, от чего не торкает. Так, Наталья, я уже стабильно каждый день у Юрия учусь, ни дня без новой информации и практики. Ну, благо у нас на основном канале уже больше 300 видео, по-моему, ну, или около того. Так, мне понравился метод с листочками с профессиями и волшебник, который забирает то, что я не смогу никогда. Да, есть такой метод, есть такой метод. Так, Виктория, напишите, с нами ли вы еще и получили ли вы тот ответ. Я вас уверяю, что с вами все в порядке. У вас еще, вам, знаете, ну, не с моей высоты, конечно, у нас не такая большая разница в возрасте, но, ну, скажем так, мне 36, вам 21. Это сколько? 15 лет разницы получается. И у вас, представьте, у вас на 15 лет больше, чем у меня. Да? Поэтому у вас все получится. Так, Анатолий нам написал, как научиться принимать решения и научиться не вестись на чужое мнение. Два разных вопроса, два разных ответа. Чтобы научиться, смотрите, принимать решения, ребята, хочется мне уже посидеть, перейду на пенечки. Как принимать решения и не вестись на чужое мнение. Чтобы принимать решения, смотрите, друзья, чтобы принимать решения, принятие решения – это тоже навык. Это тоже навык, который нужно в себе развивать. А как его развивать? Вот если вы знаете за собой, что у вас этот навык не очень сильно развит, я имею в виду навык принятия решений, то, скорее всего, вы сталкиваетесь с невозможностью принять решения даже в простых вещах. Купить кефир 3,2% жирности, либо 3,6%, а пойти в либо в маленький. Не знаю, купить резину летнюю, либо дождевую на машину. И, казалось бы, это простые вещи, но если вы знаете, что вам сложно принимать решения, то вы, скорее всего, и в простых вещах будете испытывать затруднения в принятии решений. Так вот, Анатолий, чтобы вам научиться принимать решения, вам нужно тренировать этот навык на простых, некритичных вещах, которые не будут в вашей жизни вызывать какой-то дискомфорт. Что поможет? Ходите в магазин со списком. Вот подумайте. Знаете, вот люди, которые не принимают решения, они, как правило, живут из такой пресуппозиции, что я буду решать проблемы по мере их поступления. Это, с одной стороны, позиция хорошая, но иногда эта позиция доводит до очень хороших эффектов. Сейчас объясню, что это значит. Когда мы решаем проблемы по мере их поступления, то мы по большому счету себе ограничиваем пространство вариантов. То есть если мы долго-долго откладываем какое-то действие, ну, например, пойти зуб полечить, неважно по какой причине, мы откладываем. И потом мы доводим до такого состояния, что приходим к доктору, а доктор говорит: о, у вас есть один отличный вариант, зуб нужно удалить.
А если бы мы пришли сразу, к доктору, он бы нам сказал: вам можно такую пломбу поставить, вам можно просто там кариес полечить, можно вам там и каналы почистить. Ну, короче, там предложил бы вам кучу опций, что делать и так далее. Так вот, когда мы откладываем принятие решения, нам кажется, что мы себя таким образом поможем сделать как можно меньше вариантов, чтобы потом не метаться. Но чтобы принимать решения, нужно научиться их принимать на простых вещах. Составьте список, что вам нужно купить в магазине. И пойдите в магазин по этому списку. И прям купите все тупо по списку. И тогда вам не нужно будет вообще мучиться над принятием решения, потому что вы принятие решения приняли еще до похода в магазин. Конечно, этот вот способ, вот я всем рекомендую, если у вас есть затруднения с принятием решений, просто научитесь их принимать на каких-то простых вещах. Вот, не знаю, собрались с женой в кинотеатр, а на какой мы фильм пойдем, на такой или на такой? Просто возьмите и решите, и скажите: пойдем на такой. Почему? Потому что вот все, без всяких объяснений. Конечно, решение нужно уметь аргументировать, но это уже следующий уровень. Поэтому на самых простых, элементарных вещах нужно качать этот навык. И чем больше вы будете принимать решений ежедневно, а ежедневно мы принимаем решений очень много, вот прям огромное количество. Встать в 9 утра или в 10 утра, лечь пораньше либо попозже, съесть жирный гамбургер либо съесть салатик, ну и так далее. И тут самое главное не отпускать. Не отпускать вот это вот, что доеду до дома, до кухни, и там приму решение, что я буду есть, салат или там что-то жирное. Нужно принять решение сразу. Вот вы едете, хотите гамбургер, приняли решение, и уже его не меняйте. Не меняйте и посмотрите, что из этого получится. Надеюсь, понятно объяснил, и это очень важный вопрос. Там был еще какой-то в этом вопросе второй вопрос. Сейчас я постараюсь его открыть. Так. Виктория написала: спасибо большое. Так. Второй вопрос был: как не вестись на чужое мнение. Чтобы не вестись на чужое мнение, нужно иметь собственное мнение. Это отчасти зависит от того, какие решения вы принимаете. Еще раз повторюсь, чтобы не вестись на чужое мнение, нужно иметь собственное мнение. На самом деле эта задача не из легких. Иметь собственное мнение – это такая же работа, как ходить на работу. Свое мнение нужно создавать, а чтобы свое мнение создавать, нужно думать. Многие люди, к сожалению, не хотят думать. Вот чем больше живу, больше убеждаюсь в том, что многие люди привыкли жить так, как судьба им подсказывает. Но если вы научитесь, во-первых, принимать решения на простых вещах, да, в продолжение темы, а во-вторых, формировать свое собственное мнение, и вы будете сами себе делать нужные выводы и доводы, то вам не придется слушать других. Потому что, когда мы ведемся на чужое мнение, мы по большому счету перекладываем ответственность на другого человека. А вы же понимаете, что вы перекладываете ответственность только в мыслях. И единственный человек, ответственный за вашу жизнь, это вы. Поэтому алгоритм, как научиться не вестись на чужое мнение. Первый шаг – научиться формировать свое собственное. Второй шаг – когда вы научились формировать свое собственное мнение, вы научаетесь одновременно и принимать решения. Когда вы научились и формировать мнение, и принимать решения, вы берете ответственность и сами отвечаете за все, что происходит в вашей жизни. Запомните эту пресуппозицию, это убеждение, что никто в вашей жизни не несет за вашу жизнь ответственность, кроме вас самих. Самый дорогой человек в вашей жизни – это вы, и никто, кроме вас, не может влиять на вашу жизнь. Вот это нужно запомнить. И тогда вопросов с тем, что вы написали, как не вестись на чужое мнение, никогда больше возникать не будет.
Ну что, мои дорогие, вы знаете, мне прям очень понравилось. Мне прям очень понравилось из леса. Вы такие активные, вы задаете вопросы. И погода позволяет, и птички нам помогают, и самолетики нам помогают, и вертолетики нам помогают. В общем, все круто. Я думаю, что мы сейчас, пока будет лето, я найду какую-нибудь площадку, куда я смогу постоянно приезжать. Постараюсь еще по возможности разводить костер, чтобы мы с вами под треск поленьев могли так душевно пообщаться, и я мог поотвечать на какие-то ваши вопросы. Мне кажется, получилось очень насыщенно, очень контентно, атмосферно и красиво, несмотря на то, что я сегодня в спортивном костюме. Был очень рад, мы уже 49 минут в эфире. Буду благодарен вам. Да, все сохраняется, все эфиры сохраняются. Ребят, все эфиры сохраняются, можете не переживать. Если будут какие-то эфиры не сохраняться, то я вам об этом буду говорить. Я обычно не сохраняю только марафоны, потому что марафон, я его провожу и потом упаковываю его в курс. Кстати, друзья, есть идея провести такой 4 или 5-дневный марафон психологической гигиены. Кто-то там у нас писал. Ну, прям марафон. Марафон что значит? Мы проводим прямой эфир. На прямом эфире я даю контент, рекомендации и упражнения, которые можно сделать. И вы идете, делаете, живете целый день с новыми практиками, новыми знаниями. А потом на следующий день мы встречаемся опять точно так же в прямом, обсуждаем, что получилось, что не получилось, берем еще одну тему и, соответственно, сейчас вам покажу, вертолет летит. Рядом с аэродромом не самое лучшее место, но опять же нет побед и поражений, есть обратная связь. Что-то разлетались, наверное, погода летная. Так вот, есть идея провести марафон. Я уже заговорился. Марафон чего я сказал? Марафон психологической гигиены. Если дадите много обратной связи, что вам нужен этот марафон, то можем с понедельника начать. Что еще могу вам рассказать? Могу рассказать, что я вообще в лесу оказался. У меня есть хобби, я сейчас завел еще один канал. Он на английском языке, но там я почти ничего не говорю. Если вы любите слушать всякие медитативные штуки, я записываю звуки природы. Хотите, ссылку вам размещу? У нас там уже есть несколько. Там есть звук дождя. Ну, там длинные видео такие, знаете, по 10 часов, по 8. Вы его просто включаете фоном и работаете. Я вот, например, очень люблю работать под шум дождя. Напишите, разместить вам ссылку на этот канал под этой трансляцией, на канал со звуками природы. Там и пение птиц есть. Ну, я специально беру оборудование и записываю. Делаю это для себя на самом деле. Включаю фоном дождь или включаю фоном ручеек и в процессе, в состоянии легкого транса делаю работу. Напишите, нужна ли вам ссылка на такой канал, который у меня есть. Да, ссылку. Хорошо, ребят, я тогда в описании к этому прямому эфиру оставлю ссылку. Марафон. Ну, давайте я его спланирую. И завтра на прямом эфире вам, на нашем плановом, который будет в 20:30, на нашем плановом эфире скажу, будет с понедельника марафон психологической гигиены или нет. Как войти в сомнамбулизм самостоятельно? Сомнамбулизм не знаю. В состоянии транса знаю. Ну, в такой глубокий транс самостоятельно, ну, наверное, перед сном вы заходите. Я вообще, ну, понимаете, вот какая цель? Какая цель? Какая цель именно погрузиться в такой сомнамбулический транс, в глубокий? Мне хватает транса такого, повседневного. Я вот сижу, смотрю на крону дерева, она качается, и погружаюсь куда-то в свой внутренний мир, и мне этого достаточно для того, чтобы помедитировать, перезагрузиться. Ну, вам прямо, если хочется очень глубоко куда-то нырнуть, ну, не знаю, посмотрите всякие для регрессии
для регрессии. А кто вам будет ее проводить, регрессию? Знаете, что проводить регрессию самостоятельно, ну, как бы не очень безопасно. Что будет, если вы словите какое-то очень нересурсное состояние в этой регрессии? Кто вас будет из этого состояния доставать? Как вы будете из него выходить? Поэтому я вам рекомендую все-таки найти себе специалиста, чтобы он вас провел. Там будет и сомнамбулизм, и все, что пожелаете, и регрессия, и все остальное. Я вот так. Я знаю, что есть люди, такие фанатики регрессии, гипноза, глубокого транса. Кому-то тоже очень нужно и очень помогает. Я просто больше склоняюсь к подходу Милтона Эриксона. А Милтон Эриксон считал, что транс любой глубины, главное, чтобы он был, достаточен для любых изменений. И он не погружал намеренно своих клиентов в глубокое состояние транса. Здравствуйте, только что присоединился. Тема эфира какой? Тема эфира, у нас был пробный эфир, мы многое обсудили, и как найти себя, и как работать с эмоциями, и что я еще ответил, как принимать решения, и как не вестись на чужое мнение. Ну, в общем, в записи пересмотрите, мы сейчас уже будем заканчивать, мне уже нужно будет убегать. Ребята, ссылку на канал со звуками природы размещу под этой трансляцией. Заходите, подписывайтесь, просматривайте, ставьте на фон, ставьте лайки, будет очень приятно. Это мой такой некоммерческий проект, мое хобби. Я просто записываю звуки природы, и мне кажется, у меня это неплохо получается. Во всяком случае, я кайфую под свои записи. Сейчас пока лето, хочу записать достаточное количество звуков природы, ну там с картинками, соответственно, для того, чтобы зимой хорошо поработать. Вот что мы наметили. Мы протестировали возможность проводить прямые трансляции в лесу. Я ответил на ваши вопросы. Мне кажется, очень хорошо получилось. Значит, я буду искать место, где мы можем регулярно в лесу встречаться, чтобы нам не мешали самолеты. Зина, у нас стрим останется. Смотрите, иногда вы можете после того, как прямая трансляция завершилась, зайти на канал и не увидеть этот прямой эфир. Это фишка Ютуба. Он прямой эфир обрабатывает там у себя какое-то время, и его какое-то время не видно на канале. А когда обработка пройдет, ну, я не знаю, если прямой эфир короткий, то там, может, полчасика. А вот такой часовой эфир, он будет обрабатывать пару часов. Поэтому вы можете там через час зайти на канал и этого прямого эфира не увидеть. Это не значит, что я его скрыл. Это просто значит, что YouTube его обрабатывает. Ну, вот я даю гарантию, что через сутки, то есть завтра он точно будет. Имейте в виду, что прямая трансляция после ее завершения на какое-то время исчезает с YouTube, а потом возвращается. Все, мои дорогие, я был очень рад, был очень продуктивный у нас сегодня разговор. Благодарю вас. Буду искать красивые места. У меня была идея завтра провести наш традиционный прямой эфир не из студии, а на природе. Но, наверное, я не смогу, потому что в 8:30 уже будет темно. Ну или будет темнеть. Во всяком случае, мы там общаемся по часу, по полтора. В 10 так точно уже будет. В 10 точно уже будет темно, поэтому завтра традиционный стрим из студии. А сегодня спасибо за внимание. Всех обнимаю и до скорых встреч. Было очень круто. Искренне благодарю. Ссылку на звуки природы оставлю в описании.